Где все инопланетяне? Почему мы их не видим? Почему они не прилетают к нам с официальным визитом, чтобы предложить в какое-нибудь галактическое содружество и не предложат нам технологии, которые позволят нам путешествовать между звезд? Вот такие наивные вопросы регулярно задают все новые и новые люди. Вишенкой на торте всех этих странных претензий является так называемый парадокс Нобелевского лауреата Ферми, который сам по себе верх наивности. Вкратце, этот так называемый парадокс гласит: Вселенная существует миллиарды лет, в течение которых жизнь могла возникнуть и успеть развиться до технически развитых цивилизаций, которые должны были успеть расселиться по всей нашей галактике. Однако их следов не наблюдается. На основании этого делается вывод, что мы одни во Вселенной. Еще более странно этот парадокс звучит, если принять во внимание, когда это было сказано. 1950 год. О каких следах инопланетян этот Ферми говорил? Что он имел в виду, если даже радио открыли только за полвека до этого? Этот парадокс – это то же самое, как, например, сказать: когда я был маленький, я просил Бога, чтобы Он дал мне велосипед, а Он мне не дал. Значит, Бога нет. Давайте сейчас раз и навсегда объясним, почему этот парадокс не существует. А мы с вами можем это сделать. Мы с вами сейчас не какие-то там лауреаты Нобелевской премии середины 20 века. У нас есть искусственный интеллект, который сможет нам рассчитать любые вероятности, а не выдумывать из ничего. Окей, хорошо. Давайте сделаем это по-взрослому, с уравнением Дрейка и простой моделью распределения цивилизаций. Так вот, уравнение Дрейка оценивает общее число разумных техноцивилизаций в галактике, учитывая скорость образования звезд, долю звезд с планетами и другими дополнительными параметрами. Не будем погружаться глубоко в математику, просто предоставим это искусственному интеллекту. Он это обожает. Так вот, при среднем сценарии 100% существует разумная цивилизация в радиусе 3000 световых лет от нас. 100% при среднем сценарии. При самом пессимистичном сценарии радиус увеличивается до 15 тысяч световых лет. Это мы говорим о 100% вероятности. Заметьте, если же быть оптимистами, то вероятность, что рядом кто-то есть, практически гарантирована уже начиная с 300 световых лет. Радиус нашей галактики Млечный Путь 50 тысяч световых лет. А это значит, что мы точно в ней не одни, с вероятностью близкой к 100%. А теперь короткая рекламная пауза, дорогие дамы и господа. Если вам не трудно, пожалуйста, нажмите на лайк и подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Следующее видео на нашем канале будет посвящено жизни в самых глубинах океана, куда не проникает свет. Если вы хотите посмотреть о чем-то еще, пожалуйста, напишите в комментах. Мы сделаем. Ну хорошо, а теперь давайте продолжим. Что же касается радиосигналов, такой сигнал действительно можно поймать практически с любой точки нашей галактики. Но этот сигнал должен быть достаточно мощным и направленным. То есть, чтобы мы его получили, он должен быть отправлен 15 тысяч лет назад и точно по направлению к нашей Земле. 15 тысяч лет назад наши предки еще увлеченно гонялись за мамонтами. И невероятно, чтобы какие-то инопланетяне нашли нас и отправили нам радиопослание в то время.
Сами же мы изобрели радиопередатчики лет 100 назад. Наши радиосигналы и телевизионные передачи уже неразличимы даже в пределах пары десятков световых лет, а на расстоянии 3000 световых лет они полностью растворяются в шуме. То есть мы или другая цивилизация с местной радиосвязью, такой как у нас сейчас, будет абсолютно невидима. А учитывая, что использование радио началось лет 100 назад, то нас ведь еще не видно даже с расстояния 150 световых лет. Скорость радиоволны равна скорости света. Помните, искусственный интеллект рассчитал, что при самом оптимистическом раскладе наши ближайшие соседи находятся на расстоянии 300 световых лет от нас. Так как же они нас увидят? Редкие энтузиасты с Земли, кстати, уже посылали сигналы в разные точки космоса. Но они дойдут до предполагаемых адресатов через сотни и тысячи лет. Специальных правительственных программ по регулярной рассылке сигналов «Мы здесь» не существует. Если существуют более развитые цивилизации, то рассылать наши координаты направо и налево может быть рискованно. Кроме того, говоря о том, что мы не видим присутствие инопланетных зондов, радиосигналов и так далее, Ферми совсем не обращает внимания на то, сколько же времени мы за этим наблюдаем. А это ведь практически все те же 100 лет, прошедших со дня создания радио, что практически ничего в космических масштабах. Уверен, что если бы мы понаблюдали пару сотен миллионов лет, то мы обязательно обнаружили бы присутствие инопланетян или на нас обратили бы внимание. А кроме того, вполне вероятно, что более развитые цивилизации, способные перемещаться между звезд, вообще не используют радиоволны. И у них есть что-то более совершенное, что мы еще не открыли. Это ведь очень наивно полагать, что все, что мы сейчас используем, это самая высшая точка прогресса, и лучшего просто не существует. Точно так же, наверное, думали люди каменного века, когда научились пользоваться огнем. Таким образом, понятно, что никакого парадокса Ферми на самом деле нет, и непонятно, почему о нем до сих пор говорят. Кроме того, органическая жизнь, как известно, произошла первоначально из неорганических элементов. Потом примитивная органическая жизнь развилась в разумную, а сейчас мы уже научились создавать неорганических разумных существ, роботов с искусственным интеллектом. А вы уверены, что то, что происходит сейчас, это не очередной этап эволюции, и неорганические разумные существа не заменят нас, органических, как это уже было не раз в истории Земли. Имеется в виду, что Земля уже пережила 5 массовых вымираний, когда один тип существ полностью заменял существующий. Я, например, не уверен, совершенно не уверен. Никакого восстания машин не будет, просто однажды роботы станут называться синтетическими людьми и будут во всем превосходить нас. А люди просто будут мирно стареть и умирать под их опекой, прожив счастливую, беззаботную жизнь. И однажды перестанут размножаться совсем и вымрут, как динозавры и мамонты. Есть такая теория, что следующий этап эволюции человека – это искусственный интеллект. И синтетические люди, которые могут совершенно спокойно жить на планетах без атмосферы, на любой планете, при экстремальных температурах. Согласно этой теории, если мы однажды встретим более развитую цивилизацию инопланетян, то они будут разумными роботами, способными преодолевать межзвездные расстояния, находясь в полете десятки тысяч лет, может быть даже сотни. Рано или поздно контакт с инопланетной цивилизацией произойдет. В этом нет никакого сомнения. Кстати, микробная жизнь на нашей планете существует как минимум 4 миллиарда лет.
И за это время вполне вероятно, что нас уже посещали инопланетные корабли. Но как мы можем найти следы этих посещений, если мы даже точно не знаем, где и какие люди и народы жили, например, только 20 тысяч лет назад? Даже если инопланетяне были на Земле в прошлом 1000 раз, с регулярностью, например, один прилет раз в 4 миллиона лет, то как мы можем об этом знать? Существует много легенд и предположений, но, к сожалению, нет никаких стопроцентных доказательств. Что интересно, кстати, вот большинство ясновидящих и людей, обладавших экстрасенсорными способностями, твердо верили в существование инопланетян. И, по крайней мере, нет ни одного из них, кто бы прямо отрицал существование пришельцев. А вот, например, известная болгарская ясновидящая Ванга даже предсказала первый контакт с инопланетянами уже в этом веке. Так вот, подведя итог всему сказанному, можно абсолютно смело заявить, что шанс, что мы одни во Вселенной, практически равен нулю. И первый контакт с инопланетной цивилизацией – это только вопрос времени.